еще не успел выйти с машины, уже начинаются приключения. Там едет трактор, еще какая-то машина. В общем, это все для того, чтобы тут срезать, спиливать деревья. Я уже почти подхожу к зоне отчуждения. Так получилось, что я не успел выйти с машины, и уже начинается приключение. Что мне пришлось сразу забегать в кусты. Я просто так понял, что тут лишние зеваки вообще не нужны. И тут, кстати, полно ягод и полно комаров. Я вот вышел уже на какую-то дорожку проезженную. Это, видимо, по которой мы с Никитой шли в прошлый раз. Смотрите, какая она тут наезжена. И там вот трасса. Там стоит фура большая. И только что опять проехала машина. В этот раз намного труднее пробраться к железной дороге. Я не знаю, как теперь. Сильно комары кусают. Мне пришлось опять забежать в лес, потому что просто стоит машина. И непонятно, что она там стоит. Я слышу звук, как спиливают деревья и как они падают. Так, и сейчас я нахожусь возле 15-го столба. Это мне, конечно же, ни о чем не говорит. И мне надо как-то срочно отсюда выбираться. Еще такое странное чувство, как будто я сейчас в игре играю каким-то разбойником, который обходит логово орков. В общем, решился выйти на дорожку и быстрым шагом все-таки по ней пройти, потому что по лесу идти очень медленно и шумно. Насчет деревьев. Я в прошлый поход, когда залазил на дугу, я когда залез, я немного подофигел. Я как бы знал, что, я догадывался, что в Чернобыльской зоне вырубливают леса. Но я когда залез на дугу, я просто увидел множество лысых квадратов. Это просто кошмар. Вот уже начинаются заброшенные дома. Там дальше тоже. Но я так понял, я уже подхожу почти к железной дороге. Но это все равно, наверное, еще не зона отчуждения. Фух, я только что убегал. Блин, невнимателен, конечно. По дороге проехал полицейский на мотоцикле в черной форме. Фух, я так быстро давно уже не бегал. Просто бежал через лес, выбежал на вот такую вот речушку. Попробую перейти. Фух. Тут она не очень чистая. Но судя по карте, тут до железной дороги совсем рядом. Но я, конечно, сбился с маршрута. Вот я наконец-то уже с леса вышел на железную дорогу. Но, как оказалось, я вышел не с той стороны. Я вообще вышел с левой стороны от села Ольховое. А должен был выйти с правой стороны. А мне знакомые, которые недавно тут проходили, говорили, что там где-то полицейские пасут.
Ёлки-палки. А тут смотрите, болото какое. Блин, придется дальше идти. Очень страшно. Тут с любой стороны кто-то может быть. Или какой-то пост. Сейчас буду проходить. Кажется, там кто-то есть. Какие-то шумы. Доброе утро. Скажу честно, после того, как я прошел переезд, буквально минут через 10-15 меня поймали двое полицейских. Ну а позже еще прибежало еще двое полицейских. Обидно очень. Очень обидно, что так получилось. Получается, оформили протокол. Я, конечно же, очень расстроился, так как я вообще не планировал вот так вот приниматься быстро и вообще не планировал приниматься. Ну и меня отвезли в Киев. Я хотел вернуться обратно, но автобусов уже не было, потому что был уже вечер. На следующий день я все-таки решился и поехал заново. Только уже не по железной дороге, а решил другим путем пойти. В начале пути я встретил сталкера, с которым мы немного прошли, но в итоге наши пути разошлись. Сейчас я нахожусь недалеко от дуги. Получается, стою сейчас под ЛЭП. Да, тут, конечно, очень красиво. Жалко, что камера этого всего не передает. Печально, что почти все деревья, которые тут есть, они все сгоревшие. И такой контраст получается. Сами деревья оранжево-черные, а снизу все зеленое. Это очень красиво. Куда ни посмотри, везде цветы. И пока я иду, блин, так пахнет, конечно. Не думал, что тут может такое быть. Но тут просто все цветет, несмотря на сгоревший лес. Природа берет, конечно же, свое. Сегодня я не успел, конечно, дойти до Припяти, потому что поздно вышел. И я сейчас буду подходить к МТС. Чуть-чуть попозже расскажу тем, кто не знает, что это. И ночью отправлюсь уже в Припять. Ну, ночью, потому что тут, чтобы дойти до Припяти, нужно выйти уже на дорогу. А сейчас я пока дойду до дороги, уже будут ездить машины, полицейские.
туристы, рабочие. Но это очень небезопасно. Но я решил все-таки поисследовать тут местность. Ну, уже дойду тут до определенного места, где я расположусь. Вообще я планирую поход необычный, поскольку это мой 10-й поход, а точнее 10,5. Я хотел пойти необычным маршрутом. Я думаю, я попозже расскажу. Мне пару человек говорили, что по этому маршруту ходил только МШ. Ну, честно говоря, я мало блогеров смотрю, может еще кто-то ходил. Ну, по крайней мере, для меня это впервые будет, и думаю, для вас это тоже интересно. Вот, наконец я дошел до так называемого места МТС, или то, что от него осталось. Когда-то давным-давно этот сталкерский автобус был еще абсолютно целым. Ну, не знаю насчет абсолютно, но был более-менее как бы целым. Ну вот, после пожаров вот это с ним такое случилось. Ну, обычно сюда сталкеры приходили отдыхать, когда кто-то идет с Припяти или в сторону Припяти. Тут дружненько помещались сталкеры. Одни в одну сторону шли, другие в другую сторону. Пили чай тут. И пути сталкерские здесь расходились. Или наоборот, сходились. Ну, к сожалению, это то, что от него осталось. И, естественно, здесь уже никто не посидит, не попьет чай. Кстати, отсюда видно уже Чернобыльскую атомную электростанцию. Ну, на камеру, естественно, не видно. Но тут пешком идти может час в ту сторону. Я поселился вот здесь. Сейчас буду кушать, отдыхать. И сейчас, может, покажу небольшую экскурсию, что тут вообще находится. Потому что здесь я был только ночью мимо проходом. Днем я тут вообще не был, я даже не знаю, что здесь находится.
Ну вот, я опять начинаю тупить. В принципе, это можно было и ожидать, что в том месте будет обход, будет патруль. Я просто спал, я поспал, может, часа 2-3. Слышу, машины подъезжают. Сильно испугался. Они начали ходить вокруг здания, где я спал. Но, слава богу, никто не посмотрел, никто не зашел. Но я думал, все. Думал же, буду опять приниматься. Но нет. Я быстренько собрал рюкзак. Они все же уехали. И решил идти, не ждать вечера, идти просто по полям, по природе в сторону Припяти. Ну, сейчас тут как раз вот какой-то водоканал. Ну, судя по карте, вот как раз вышел на такой маленький мостик, по которому я перейду. И там дальше тоже вроде речка есть, судя по карте. Ну, тут вообще, конечно, красота. Как будто здесь, кроме животных, вообще никого не бывает. Я еще переживаю, мне часто говорили, что в Чернобыльской зоне очень много гадюк. И мне приходится выбирать тут какие-то звериные тропки, чтобы как-то ни на кого не напороться. Потому что тут вообще получается ни троп, ничего нету, только вот эти маленькие звериные тропочки. Ну, по всему видимому, тут вообще даже сталкеры не проходили. Ну, а если проходили, то это было очень давно. Потому что ни следов, ничего нету. Я опять зашел под лэп. И только вот посмотрите, какие выжженные деревья. Просто... Там еще с полей, когда шел, просто рыжий лес был. Все выжжено. Кошмар. Первый раз вижу, чтобы по этой железной дороге ехал поезд. Что-то везет. Там последний вагон был с каким-то домиком, в котором сидят люди в военной форме. Это очень странно, мне кажется. Чтобы вы понимали, вот эта железная дорога, она идет от Янова до Чернобыльской станции. Ну, это та самая железная дорога, по которой я не смог пойти. Вот. Сейчас решил немного в кусты залезть, потому что там сильно меня видно. Просто иду по каким-то непролазным чигирям. Кошмар, как солнце жарит. Надо что-то на голову накинуть. Просто чигири, джунгли. Сейчас иду мимо Янова и нашел такой вот домик.
Но он не в самом Янове, метрах в 100 от Янова. Я раньше даже не знал, что тут есть такое. Тут деревянная лестница. Кто-то уже провалился. Но, честно говоря, мне тут не нравится. Вообще не нравится. Фу. Кошмар. Честно, какой-то бомжатник. Воняет горелым ужасно. Просто как будто тут печку скурили. Ну, в принципе, кошмар. Я хотел тут отдохнуть, но место мне это вообще не нравится. Буду идти дальше. Вот уже подхожу к мосту смерти. Обычно я всегда по нем иду. А сейчас приходится под ним. Сейчас надо быстро туда перебежать. Там Янов. Все, мне до Припяти осталось вот за кустами. Я вообще не планировал, что пойду таким маршрутом. Если бы меня не испугали тогда на МТС, я бы там остался и ночевал, и спал бы до вечера. И потом бы спокойно пошел до Припяти. А так мне пришлось какими-то кустами пробираться. Просто кошмар. Ужасно устал. Так, вода уже закипела. Сейчас чайку. Каркаде и какой-то травяной китайский чай. Я обычно с собой беру на каждый день какую-то готовую консерву. Там, допустим, гречка с мясом или булгур с мясом и подобное. Потому что так проще, особенно в летнее время, его даже греть не нужно. Просто открыл и съел. А так вот кипячу только воду. Там для чая попить. Если кому интересно, могу в описании под видео добавить список еды, которую я покупал. Ну, обычно просто все спрашивают, что я беру с собой. Всегда так получается, что в летний поход я практически с собой ничего не беру. Я в этот раз даже и спальник еще не открывал. Как лежал в чехле, так и лежит. И да, еще один момент, ради которого я сюда шел, это дойти до Припяти и по обратной дороге пойти через пруд-охладитель, то есть обойти вокруг Чернобыльской станции и спускаться через пруд-охладитель. Я смотрел видео с дрона, там довольно-таки очень красивые места, необычные. И не знаю, если кто-то ходил, так напишите в комментариях, очень интересно. Это мне надо завтра рано утром выйти, часиков так в 3 ночи, в 4, пройти мимо Семиходского моста. Там будет еще какой-то один объект, который мне надо аккуратно обойти.
Ну и на сегодня я только планирую вечером подниматься на 16-этажку, проводить закат. Ветер ли старое имя развеял? Нет мне дороги в мой брошенный край. Если увидеть пытаешься издали, не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай. Я уплываю, и время несет меня с края на край. С берега к берегу сотмели, котмели, друг мой, прощай. Знаю, когда-нибудь с дальнего берега давнего